Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня я хочу рассказать вам о новейших частотах духовно-практического метода энергии сил света. Жизнь не стоит на месте, она продолжается, делает новые вызовы. Соответственно, люди, посвященные достаточно высокого уровня, могут обращаться к высшим сутям за помощью, за поддержкой и, соответственно, получать новые возможности в духе времени. И вот одна из таких возможностей – это канал пролонгированной защиты, которая работает, единожды открывшись, 17 суток земных. Это очень высокий уровень защиты. При этом функции и кодировки прежних сутей защитных сохраняются. И по мере развития человека также расширяется круг его возможностей. В человеке возникает единение, но в то же время и спроса с него больше. А кто не выдерживает такой уровень энергии, потому что эту частоту надо еще иметь энергию переносить, кто не выдержит, тот возвращается к прежним методам и растет в своем потенциале, чтобы быть способным выдерживать и такую космическую сверхзащиту. Если адепт не может достаточным образом благодарить эту суть, то тоже, соответственно, пользуется теми сутями из божественной системы, в которой мы все с вами пребываем, и остается вот на таком уровне. Тогда ему приходится возвращаться назад к прежним возможностям и в чем-то исправляться, а в чем-то наращивать свой энергопотенциал. То есть все мы тут свободны. В круге появляется частота, которая дает возможность адепту предвидеть будущее. Это такая воинственная космическая суть, мужская, строгая, суровая, имеет много возможностей и представляет собой целый портал энергии. Это защита, поддержка, информация. А подкачку энергии, чистку можно осуществлять, как обычно, с помощью других сутей, которые уже имеются у адепта. Эта частота дает не только защиту, но и решение проблем физического характера. То есть во время настройки и во время активизации суть занимается оболочками человека, оздоравливает его, поддерживает. Под ее воздействием идет работа на те места, на которые человек, например, не обращал внимания, или типа того, что когда руки дойдут, тогда и займусь. Этот вариант защиты экономит время адепта на активизацию защиты и очищения, и это сделано также для продвижения в знаниях, чтобы у человека освобождалось больше времени для совершенствования. Но, как я сказала, это уже для высокого уровня адептов, тех, которые стали уже магистрами метода, они могут на эту частоту претендовать. Еще есть такая частота, очень полезная для жизни, о которой я хочу сейчас вам рассказать. Она тоже используется в определенные моменты нашего бытия. Ну, например, для того, чтобы закрыть свой дом от темных людей, покойников и невоплощенных душ, которых сейчас около Земли достаточно много. Это такие души, которые не смогли подняться наверх. И она при открытии, эта частота, работает в течение недели. И такой возможностью хорошо человеку пользоваться до 40 дней, если умер его враг или зловредный родственник темный, адепт отрицательной системы, который, в общем-то, мучил людей и, собственно, и продолжает это делать до 40 дней, пока его душа не поднимется в посмертную область бытия. И когда его душа еще держится около Земли, может навещать родных и знакомых при жизни и вредить им. А человек под воздействием этой частоты и его дом находится как за глухой стеной. Это возможность также закрываться от разных подселенцев. Многие люди в период до 40 дней особенно
чувствуют себя очень неуютно, когда ушел, например, вот такого рода человек. Они боятся его воздействия, и это, собственно, не случайно. Тому есть множество подтверждений в реальности, когда это происходит, когда оттягивается энергия, люди ощущают энергетические удары и так далее. Поэтому вот такая частота в арсенале человека на этот период жизни ему была бы очень полезна. Еще хочу рассказать вам о великой космической кармической частоте, которую тоже можно использовать, но уже через проводника. Например, в те периоды, когда какого-то человека до такой степени жизнь загонит, заможай в пятый угол, когда ему вредят злые люди, темные адепты, колдуны, которые буквально его истощают, он уже не знает, как ему выбираться из проблем, уже появляются мысли о самоубийстве и так далее в этом роде. Когда психика не выдерживает, тогда эти люди должны иметь в виду, что есть управа и на таких вот темных, злобных людей. Каким образом это работает? Дело все в том, что среди владык кармы, а их всего 12 великих сутей, половина относится к отрицательной системе. Это они послеживают за своими людьми, отрицательной направленности. И вот там есть такая кармическая суть, к которой может обратиться посвященный человек, наставник, проводник по просьбе, например, другого человека или в отношении себя, естественно, когда его действительно очень притесняют, лишают средств для существования, лишают возможности развивать, образовывать своих детей, например. Вот такие сложные случаи. И тогда эта суть откликается на такую просьбу, и, соответственно, проводится работа. Потому что люди могут думать, что вот темным адептам, колдунам никогда ничего за их деяния не будет. То есть они могут нарушать любые законы и быть как бы выше этого. На самом деле это не так. Существуют законы мироздания, которым подчиняются абсолютно все космические системы, и в том числе наша божественная, и в том числе сути, адепты, отрицательные системы. И это, в общем-то, внушает оптимизм. Эта суть, конечно, рассматривает просьбу тщательно. Конечно, этим сутям все это очень не нравится, потому что наказываемый субъект, адепт отрицательной системы, теряет при этом много энергии, и, соответственно, ему приходится потом восстанавливаться, тратить на это время, силы, средства, а это, конечно, никого не радует. Но при всем при том, все содеянное возвращается к нападающему, блокирует его дальнейшие действия и проникает внутрь него. Избавиться от этого воздействия или перекинуть на другого он не сможет. Он может только преодолеть это в зависимости от сознания. И чем больше он будет пытаться с плохим намерением избавиться от содеянного собой же, тем больше его это будет съедать. Если человек, например, очень такой замутнившийся, темный, осознает свою ошибку в плане нарушения законов мироздания, то возвратное действие ослабевает. И такой эффект производится в отношении воздействий от черных адептов и темных сутей космоса, потому что для космических существ действуют даже более строгие правила. Если, например, человек может по сознанию своему что-то не догонять, что-то не осмысливать в плане законов, по которым ему следует жить, то космические сути, конечно, их прекрасно знают. Эта частота работает таким образом, что осознанный служитель тьмы получает наказание за свои деяния в отношении светлого лица. При этом следует и человеку, и проводнику трансформировать энергию негативных эмоций
и направлять эту энергию на какие-то светлые дела, на плодородие почвы или для нужд космоса. Я думаю, эта информация может поддержать тех людей, которые уже совсем потерялись в этом мире и чувствуют безнаказанность темных людей, и то, что они меры ни в чем не знают. Вот есть такая возможность. Был создан прецедент, соответственно, получена возможность. За этот акт обращения к кармической сути, отрицательной направленности, конечно, нужно делать значительные пожертвования, как водится, но в то же время хорошо, что можно с такого рода проблемами каким-то образом справляться. Я желаю вам, дорогие мои, не унывать, не впадать в депрессию, в тоску, потому что существуют законы, которые никто не может нарушать. И есть возможность всегда восстановить божественный план и восстановить высшую справедливость. Будьте здоровы и будьте благополучны. Удачи вам!